Так, небольшая экскурсия по типичному ирландскому дому. Все они выглядят примерно одинаково. И сейчас мы просмотрим вот этот вот. У каждого дома есть небольшой садик, типа такого. Рядом с некоторыми стоят, там, не знаю, картошки, столики, где можно посидеть. Ну, у этого ничего такого нет. У каждого дома стоят бачки для сортировки мусора. И существует определенное время, когда их нужно выставлять за изгородь, чтобы машины по сбору мусора их забирали на переработку. Имеется в виду мусор, который там есть. Так, заходим внутрь. Так, все ирландские дома, они многоэтажные, и тут проще найти дом, нежели квартиру или апартаменты. Вот. И в большинстве домов на верхних этажах располагаются спальни. Туда мы еще пройдем. А на первом этаже обычно кухни, гостевые комнаты, там, туалеты, какие-то подсобные помещения. Это зал, то есть гостевая комната, где есть диван, окно, там, камин, не уверен, что он правда работает. Есть шкафчик, похожий на тот, в котором жил Гарри Поттер. Далее мы идем на кухню. Кухни и вообще вот весь первый этаж, он по площади бывает разный. То есть, по сути, одна и та же планировка, но разные по именно объемам, по каким-то комнатам. То есть я видел в интернете, что есть огромные просто квартиры и с какими-то вот такими же маленькими коридорчиками узкими, но дальше там впечатляющих размеров пространства. Итак, кухня обычно также вот, как и здесь, с большим окном, сад. Ну, здесь все не ухожено, конечно. То есть, если, видимо, кто-то этот дом не сдавался бы в аренду, а кто-то здесь жил, то наверняка здесь бы что-то там было более красивое. То есть, какие-то, может быть, там, не знаю, насаждения или там столики для отдыха. А так пока что есть. Итак, в этом доме две спальни, вру, 4 спальни и 2 ванных комнаты. То есть одна здесь и одна там выше по лестнице. Зайдем еще сюда, то есть вовнутрь дворика. Этот момент я вырежу, конечно же. Итак. Вот такой дворик. Ничего тут, конечно, интересного. Видео в большинстве своем, чтобы сушить белье. И здесь располагается, похоже чем-то на деревню, конечно, стиральная машина и сушилка. Такие дела. Так, идем вовнутрь. Дверь открылась сама собой, видимо, сквозняк. Здесь есть какие-то маленькие картинки для украшения, но ничего особенного. Ковровое покрытие везде. Так, вот здесь получается, как я и говорил, 4 спальни и своя ванная комната с душевой кабиной. Так, пройдем в одну из комнат, посмотрим, как внутри. Так. Иду назад, чтобы было видно. То есть получается, что есть кровать,
Комната очень маленькая. Шкаф, тумбочка и столик. В принципе, все. Так, ну и вот касательно системы обогрева, то есть у них в данном доме, я так полагаю, что везде установлена, не знаю, своя отопительная система. В данном случае это газовая, то есть нужно включать обогрев на первом этаже на кухне, и после, значит, какого-то времени только начнется, ну, как бы станет в доме тепло. А так они, ирландцы, очень, не знаю, видимо, не продуманные, то есть у них окна не заклеены, ну, то есть даже не пластиковые, никакие из них поддувает. Двери вот сейчас январь, зима, дверь хлипкая, везде все дует, все продувает. То есть как-то они не совсем это, видимо, продумали. Либо, может быть, им и так нормально. Кто их знает. Итак, в принципе, это все, что тут можно показать и рассказать. За исключением тут, например, есть еще, видимо, люк на чердак. Зачем, кто его знает. Просто есть. Это из особенностей. И еще одна маленькая и очень интересная особенность. Это сквозная дыра в стене. Типа вентиляция, но для чего, какому кретину это пришло в голову, непонятно. То есть, почему просто окно не открыть? И реально она сквозная. Так, что еще можно сказать? Стены по звукоизоляции, ну, в целом, можно слышать, что там происходит в других комнатах, но это не так очевидно. И забавно еще, что каждый дом располагается стена к стене. То есть, если ты слышишь, там у кого-то звонит телефон, не обязательно, что это в соседней комнате, а вполне вероятно, что это у соседа с другого дома. Вот. Ну, интересная особенность еще одна, наверное, это электрический душ, который нужно включать постоянно перед тем, как пользоваться душем, и выключать сразу же после его использования. Так, ну и в целом это все, что я хотел показать и рассказать. Давайте спустимся еще вниз, так сказать, закончим нашу прогулку по этому дому. Вот. Ну, в целом, в Ирландии проще найти дом, нежели апартамент или квартиру. Ну, и лично я бы предпочел квартиру, нежели дом. Может быть, больше привык, может быть, мне так уютнее, не знаю. Ну, в целом, я бы предпочел квартиру, нежели такого плана дом. Вот, кстати, та установка газовая, которая нагревает, обеспечивает обогрев помещения. Ну, спасибо, что были это время со мной, посмотрели, поучаствовали в этой экскурсии. И всем пока.